Ща обо всем договорюсь. У меня есть контакт Маши, которая там бывшая Петя, с которой мы работали 2 года назад над одним проектом. Друзья, я думаю, вы уже поняли, что в этом видео речь у нас пойдет про знак зодиака Близнецы, его характеристики и принцип действия. И если ваш асцендент, или простыми словами, восходящий знак находится в Близнецах, а также в Близнецах находятся другие планеты вашего гороскопа, то это видео для вас однозначно будет актуально и полезно. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и понятным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Близнецы – это третий знак зодиака в зодиакальном круге, но первый представитель стихии воздуха. Поэтому близнецы, как и воздух, они очень легкие на подъем, активные, инициативные, и им сложно усидеть на одном месте. По сути, этот знак связан с третьим домом гороскопа в астрологии, который у нас отвечает за передвижение, коммуникацию и разного рода договоренности. Вот и сами близнецы получаются такие достаточно легкие и подвижные товарищи. И вот представьте себе человека, который словно как бабочка порхает от цветка к цветку, всегда в поиске каких-то новых впечатлений и новой информации. И это будет типичный представитель близнецов. Близнецы – это истинные мастера общения, и они легко умеют находить общий язык абсолютно с разными людьми. Вот это такие переговорщики, абсолютно в любой компании, и без лишней доли стеснения они легко подойдут к абсолютно любому человеку, даже незнакомому, чтобы установить контакт, чтобы познакомиться, пообщаться, вот что-то предложить и продать, либо подписать вот человека на какую-то сумасшедшую идею. И все это сшито в ДНК близнецов, потому что у них есть врожденное обаяние, которое не оставляет окружающим право на отказ. И это как вечный фонтан идей и разговоров. Они всегда на гребне волны информации. Они постоянно читают все последние новости, и они постоянно в курсе всего происходящего вокруг. И такое ощущение, что информация сама к ним липнет. Точнее нет, наоборот. Они постоянно липнут к этой информации. То есть они сами ее находят вообще где бы то ни стало. И по природе своей близнецы достаточно общительные. Они просто обожают общаться с людьми и никогда не упускают возможности завести новых друзей и знакомых. То есть у них всегда есть что сказать, и они готовы рассказывать о самых разных темах. То есть от последних новостей до каких-то философских размышлений. И, кстати, обучаются близнецы тоже с помощью общения. То есть сидеть и читать нудные книжки – это вообще не для них. В лучшем случае это будут какие-то аудиокниги. Им важно общение, поэтому любую входящую информацию они гораздо легче усваивают путем обсуждения и через словесные потоки. И даже когда они послушали аудиокнигу, либо какие-то новости, им сразу надо найти собеседника, свободные уши и обсудить эту информацию, то есть услышать другую точку зрения. И они обожают учиться, расширять свой кругозор, и их любопытство к этому миру никогда не угасает. Они открыты для новых идей и опыта. Они стремятся познавать мир и постоянно ищут возможности для обучения и развития. Но близнецам очень тяжело быть сосредоточенными на каком-то одном деле и копать вглубь. То есть они постоянно стремятся к разнообразию. Им нужна движуха, типа фигара тут, фигара там. Что-то узнал тут, что-то узнал там. И они изучают информацию именно как-то так, по верхам, то есть не вникая в детали, потому что их это утомляет, и тогда они теряют интерес к своему объекту. Им гораздо легче и приятнее сначала с одним человеком немножко поговорить и узнать про интересующий объект какую-то информацию, потом спросить другое мнение и там приобрести какие-то знания. Но также постоянная эта потребность в новизне информации, постоянная потребность в общении тоже приводит к этой поверхности знаний. И они могут быть склонны к тому, чтобы касаться абсолютно множества тем, но не глубоко погружаясь в них. И им, как правило, очень сложно завершать начатое дело, потому что следующая идея
уже вот где-то у них мелькает в голове, и, конечно же, надо срочно приступать к реализации этой идеи. Ну вот, собственно, так и происходит процесс обучения у близнецов. То есть они склонны к многозадачности, но при этом не доводят начатое до конца. Также близнецы очень социально направленные личности. Они обожают общество и могут легко заводить друзей. Они часто являются душой компании и умеют развлекать окружающих своим остроумием и умением рассказывать разные истории. И в компании близнеца на самом деле, как правило, очень легко распознать. Он постоянно говорит, и его рот не затыкается. Он легко может поддержать любую беседу и переключается с одной темы на другую, тоже достаточно легко. И даже если вот вы находитесь на каком-то мероприятии или отдыхаете в кругу друзей, вот сидите за столом, то есть близнецы легко могут повернуться там налево, поддержать одну тему разговора, а потом легко также могут повернуться направо и уже поддерживать новую тему разговора. Важно отметить гибкость близнецов, причем не только в бытовой жизни, но также и в профессиональной. Близнецы легко адаптируются к разным ситуациям и к разным обстоятельствам, то есть они как хамелеоны, и это делает их отличными бойцами в командной работе и в сферах, где надо быстро менять тактику, надо быстро соображать. Но есть и отрицательная сторона. Постоянная склонность близнецов к переменам может приводить их к какой-то нестабильности в договоренностях. То есть они могут быстро менять свои решения и планы, что может немножко сбивать с толку окружающих, либо вот эти перемены могут сбивать с толку руководства близнецов. И близнецы по природе своей, они не стратеги, и они не думают на долгосрочную перспективу, как, например, тельцы. То есть близнецы, они больше действуют по ситуации, и у них вот есть такой талант, как выкручиваться и выходить чистеньким из воды, даже когда что-то идет не так. И, конечно же, у каждого знака зодиака есть планета, которая им управляет и которая за ним присматривает. У близнецов это планета Меркурий, поэтому все меркурианские качества и функции, которые несет планета Меркурий, активно воплощаются в близнецах. У нас в гороскопе Меркурий отвечает за ум и интеллект, и это еще раз подтверждает нам, что обучаться, искать разного рода информацию для близнецов становится приоритетом. Но при этом Меркурий — это планета именно академических знаний. То есть запомните, именно академических, а не каких-то философских, жизненных ценностей. То есть это информация по улучшению каких-то навыков и знаний, то, что можно использовать здесь и сейчас. То есть то, что преподается в наших школах и университетах, а не уроки жизни. И близнецы склонны к изучению также разных иностранных языков. И это действительно у них получается легко, потому что они не боятся говорить, они не боятся совершать ошибки. А мы знаем, что успех в изучении иностранного языка кроется именно вот в наличии лексики, которую использует человек. Но помимо иностранных языков, все-таки у близнецов тоже достаточно широкий спектр интересов и хобби, и им абсолютно интересно попробовать себя в разных направлениях. И, например, сегодня он может начать изучать испанский язык, например, а через месяц переключиться на занятия спортом или на занятия какой-нибудь химией, ботаникой и так далее. То есть разносторонний интерес близнецов по отношению к этому миру делает его такой достаточно многогранной личностью и очень интересным собеседником абсолютно в любой компании и на любой вечеринке. И в целом можно также сказать, что близнецы по природе своей, они как вечный ученик. И вот эта жажда новых знаний в них прилично преобладает и вот тоже притягивает окружающих. Также близнецы могут себя успешно проявлять в журналистике, ведении блога, то есть вот в сферах, где присутствует передача информации. Это может быть какая-то фото, видеосъемка, это оцифрованное творчество, которое тоже передает смысл и эмоции в массы. То есть может быть абсолютно вообще что угодно, любое занятие, главное транслировать это в массы. И вот у близнецов также есть склонность к писательству, к литературе, что тоже делает их прекрасными авторами и рассказчиками. Близнецы могут хорошо обучать других, так как они умеют разъяснять сложные концепции простым и понятным языком. То есть они как бы вот приняли информацию, переработали у себя в голове на такой более простой разговорный жанр и выдали ее обратно в массы.
И также у нас, вернемся к планете Меркурий. Меркурий — это планета интеллекта, аналитики, сообразительности. И вот эта меркурианская природа, она тоже дает близнецам умение анализировать и давать обоснованные советы, потому что близнецы достаточно легко усваивают входящую информацию. И вот по сути человек-близнецы — это такой решало разного рода проблем. И решает он их быстро. То есть можно даже сказать, умный и быстрый, как стрела. И частенько близнецы могут разговаривать, например, сами с собой или вот проводить какие-то внутренние диалоги, потому что это их уникальный способ обдумывать вопросы, проговаривая все, ну, либо внутри себя, либо вслух, и вот еще раз убеждаясь в какой-то своей тактике, в своем поведении. И вот таким людям, кстати, тоже может подойти предпринимательская деятельность. Ну, как бы из серии «купи-продай». То есть быстро пришел, договорился в одном месте, купил, потом в другом месте как-то быстро договорился и продал. И вот, собственно, из таких людей, конечно же, получаются хорошие менеджеры по продажам, или, как мы в своих астрологических кругах называем, меркурианцев коммерсами. И также это могут быть отличные менеджеры по рекламе, потому что через рекламные инструменты, словом и визуализацией они смогут передать правильные смыслы в массы и установить контакт с клиентом. Но, конечно, без ложки дегтя в нашей бочке с медом не обойтись. И в предыдущем видео мы с вами говорили, что энергию каждого знака можно направлять как в плюс, так и в минус. И то, что я вот озвучила сейчас про близнецов, это по сути плюс, который надо осознанно контролировать и использовать себе во благо. Но что может случиться, если все-таки не контролировать эту энергию и пустить ее на самотек? И первое, с чем могут столкнуться близнецы, это нерешительность. За счет того, что у них в голове может присутствовать много идей и разных путей их реализации, и абсолютно каждый путь кажется вот каким-то привлекательным, то им становится очень сложно делать выбор. То есть по какому пути все-таки идти, какое занятие сейчас выбрать, что у меня стоит сейчас в приоритете и так далее. И понятное дело, что объять необъятное сложно, поэтому очень важно научиться расставлять вот эти все приоритеты, брать ответственность за свой выбор на себя и таким образом не тормозить процессы. Все равно есть вероятность, что эта идея сейчас носит абсолютно краткосрочный характер, и уж лучше сделать и пожалеть, чем вообще не сделать и пожалеть. И еще один показатель, который может уйти в минус, это балабольство. За счет вот этой повышенной коммуникации все может скатиться вплоть до того, что близнецы, как бы человек говорит, идеи генерирует, но при этом ничего не делает и не доводит до конца. Поэтому тут тоже важно соблюдать баланс и не обещать того, что по итогу не будет выполнено. Иначе ваша репутация будет под угрозой и вас просто перестанут воспринимать всерьез. А также иногда внешние кризисные обстоятельства могут оказывать на близнецов достаточно сильное воздействие, что они вот становятся какими-то нервозными, особенно в нестабильных ситуациях. Но это по большей части касается все-таки девушек, чем парней. Парни, они как-то более собранные и быстрее начинают возвращаться в нужное русло. Да, окей, они берут какой-то перерыв на уединение, на обдумывание, чтобы продумать дальнейший план реализации, проанализировать вообще сложившуюся ситуацию и потом начать действовать. То есть возвращать себя вот на поле битвы и идти договариваться, решать вопросы. А девушки, они все-таки более эмоциональные и чувствительные. Им просто надо найти для себя, скажем так, собеседника, чтобы выговориться, рассказать о произошедшем. И только тогда, после общения со своими друзьями, они могут вернуть себя как-то к жизни. Кстати, у близнецов, как правило, шикарное чувство юмора. И они своим присутствием умеют тоже разгонять скучность вокруг. То есть это люди-праздник, которые делают этот мир интереснее. И если у кого-то в компании, например, там плохое настроение, произошли какие-то неприятности, например, на работе, в жизни и так далее, усталость, да вообще разные проблемы есть у людей, то обязательно идите к близнецам, они все исправят и добавят в вашу жизнь ярких красок. То есть с ними вы забудете обо всем, что вас беспокоит. И они как бы своим присутствием, своим общением перевернут вашу вселенную, и это такая прекрасная черта у близнецов, которая делает их реально ценными друзьями.
Также это достаточно остроумные ребята, и они могут делать какие-то забавные замечания, давать оригинальные комментарии, которые поднимают настроение вот всем вокруг. И также близнецы, они всегда готовы к новым приключениям и исследованиям. Они любят путешествовать, находить какие-то новые неизведанные места, причем красивые места, от которых дух захватывает. Поэтому они являются прекрасными компаньонами в поездке, и на такие авантюры в целом даже могут подписать абсолютно любого из своего окружения. Ну и близнецы в ответ, скажем так, ценят интеллектуальную стимуляцию. Им важно, чтобы их партнер был интересным собеседником и разделял их любовь к общению и новым знаниям. То есть должно присутствовать, скажем так, интеллектуальное партнерство. И им нужен человек, с которым они могут обсуждать и деликатные темы, и политические вопросы, и радости повседневной жизни. То есть важно, чтобы можно было обсудить абсолютно все, и чтобы человек был искренне вовлечен в беседу. Поэтому, конечно же, очень хорошо близнецы будут дружить, взаимодействовать с представителями воздушной стихии, это с близнецами, весами и водолеем. У них вот много общего, и про эти знаки, кстати, вы найдете информацию на моем канале. И еще один знак зодиака, с которым близнецы, по сути, связаны кармически, это знак Стрельца. И Стрелец обладает большим кругозором, то есть какими-то глобальными целями, моральными принципами, какими-то, возможно, даже недостижимыми идеями. И Стрелец будет подначивать близнецов действовать более масштабно. Например, не просто взять, приготовить еду по какому-то рецепту, а придумать свой рецепт, который, возможно, даже получит звезду Мишлен. Ну, это я вот образно привожу пример. То есть Стрелец будет подталкивать близнецов действовать более глобально, выходя за рамки вот этой академичности, за рамки правил. Но с вами мы это подробнее разберем все-таки в другом видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и посмотрите другие видео из этого плейлиста, чтобы лучше понимать своих родных и близких. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч! Lasciatemi cantare